Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов будет много интересной работы. Я сделаю выравнивание базой, подниму клюющий вниз ноготок, сделаю наращивание верхними формами и также с помощью жидких типс и сухоцветов сделаю интересный аквариумный дизайн. Перед работой по стандартной схеме обрабатываем ручки клиента антисептиком. Далее нужно придать форму ноготкам и снять с них глянец. Для этого я буду использовать очень интересные пилки от Ники Земляникиной абразивностью 100 на 180 грит. Эти пилочки хорошего качества и в работе мне очень понравились. А необычные надписи на пилочках заставляют вашего клиента улыбаться до ушей. Для снятия глянца с ногтей я использую сторону пилочки с абразивностью 180 грит. Сначала зашлифую ноготь около кутикулы, затем вдоль боковых валиков и уже после вдоль роста ногтя. Придаю форму свободному краю ногтя. Заужаю нижние параллели, доходя лишь до зоны вроста ногтя. И смягчаю углы. Опил торца натурального ногтя заканчивайте движениями пилки в одну сторону, дабы избежать расслоения ногтевой пластины. Включаю аппарат на 5000 оборотов. Алмазной насадкой с красной насечкой отклеиваю кутикулу от ногтевой пластины и очищаю ноготь от птеригии. Аппарат включен в режим форвард, движемся справа налево. Затем ручку аппарата переключаем в режим реверса. Теперь работаем слева направо. Некоторые процессы сегодняшней работы я буду производить гелем-суфле. Гель-суфле – это что-то между акригелем и обычным жидким гелем. Благодаря своей густоте мне будет очень удобно этим гелем поднять клюющий ноготок. Глядя сбоку, отчетливо видно, насколько сильно ноготь указательного пальца загибается вниз. Предварительно ноготь нужно покрыть базой и высушить. Объемную каплю геля выкладываю на кончик ногтя. Затем стягиваю гель таким образом, чтобы к середине ногтя гель сходил на нет, и основная масса материала оставалась на кончике ногтя. Распределяем гель по форме ногтя. После отправляем сушиться в лампу. Снимаю липкость с ногтя и произвожу опил лишь кончика ногтя, ту часть, на которую мы выложили гель-суфле. Для того, чтобы не спилить базу с ногтем, опиливаем лишь кончик ногтя. Придаем форму свободному краю, выравниваем боковые параллели. Убрав пыль, глядим на ноготь с торца. Здесь отчетливо видно, насколько сильно подняли клюющий ноготь. Эту толщину в процессе работы мы уберем. Так как этот ноготь сильно клевал вниз, нижние параллели также опущены вниз. Их нам нужно поднять. Заводим пилочку под нижнюю параллель и поднимаем ее. Все ногти я уже покрыла камуфлирующей базой с мелким шиммером, поэтому ноготь на указательном пальце также покрываем базой с мелким шиммером. Сначала наносим тонкий слой базы, затем добавляем объемную каплю, хватаем кисточкой волосок геля и распределяем его по ногтю, делая выравнивание ногтевой пластины. При выравнивании ногтевой пластины помогайте себе тонкой кистью волосок. Ею вы можете добраться до труднодоступных мест и довести выравнивание до идеального состояния. Сушим ноготь в лампе.
Делать наращивание с помощью верхних форм можно не только акригелем или полигелем. Также такой вид наращивания можно использовать с очень густыми гелями, такими как суфле или гель-желе. Подобрав верхнюю форму по размеру ногтя, выкладываю гель-суфле. Следите за тем, чтобы между верхней формой и гелем не было пузырей воздуха. На покрытой базой ноготь я прикладываю верхнюю форму с материалом. Плотно к кутикуле, типсу не подвигайте, ведь после вам нужно будет произвести опил, а во время опила вы можете цеплять кожу и травмировать ее. Плотно прижимаю форму и выравниваю ее. Ноготь отправляю сушиться в лампу. И без проблем снимаю верхнюю форму. Так как гель я не пододвигала плотно к коже, насадкой произвести опил удается с легкостью. Сейчас я уберу ступеньку перехода геля к ногтю и спилю весь ненужный материал, который вышел из-под формы. Пилочкой скорректирую форму свободного края. Так как после наращивания верхними формами ноготь уже имеет готовую архитектуру, выравнивание базой здесь не требуется. Но чтобы по цвету ногти не отличались, в тонкий слой камуфлирующей базы с шиммером покроем ноготок и высушим в лампе. Я беру жидкие типсы, которые заказывала на сайте AliExpress. Подбираю типсу по размеру ногтя, на котором хочу сделать аквариумный дизайн. Маркером отмечаю длину ногтя, для того, чтобы не сделать дополнительное наращивание ненужной нам длины. Внутреннюю часть типса я покрываю жидким гелем. Можете это сделать базой. Покрываю в тонкий слой. Для дизайна я возьму сухоцветы. Их я также заказала на сайте AliExpress. Товары, которые я использовала в видео, укажу в ссылках в описании под видео. И такие мелкие, необычные, сухие, но настоящие цветочки я выкладываю на внутреннюю часть непросушенной типсы. Выкладываем декор так, как нам позволит наша фантазия. Единственное, следует помнить, когда вы повернете типсу и соберетесь прикладывать ее на ноготь, весь декор будет в зеркальном отображении. Поэтому поворачивайте типсу и глядите, чтобы правильно скоординировать и выложить нужный вам декор в нужном положении. Для выполнения подобных дизайнов мне удобнее использовать лампу с открытым доступом. Для этого я использую такую себе миниатюрную портативную лампу. Включается она с помощью кабеля, который можно подсоединить как к павербанку, так и к обычному блоку питания от зарядки вашего мобильного телефона. Типсу с декором отправляю сушиться в лампу. После любимым полигелем я выкладываю каплю на внутреннюю часть типсы. Кисточкой распределяю материал по типсе до отмеченной мною длине. Распределив гель, прикладываю типсу к ногтю, выравниваю и поворачиваю пальчик. Затем кисточкой поправляю гель в торце ногтя. И отправляю сушиться ноготь в лампу. Досушив ноготь, снимаю жидкую типсу. Она также снимается без проблем. Корректирую форму свободного края ногтя. Также нужно убрать ступеньку перехода геля к натуральной ногтевой пластине. Это удобно делать аппаратом. Здесь, я признаюсь, немного не рассчитала и приложила типсу очень близко к коже. И гель зашел на кутикулы и боковые валики. Поэтому произвести опил, не зацепив и не ранив кожу, было очень тяжело. Теперь уберу толщину ногтей. Убрав лишнюю толщину материала, я поворачиваю пальчик и сглаживаю поверхность. Насадкой шар зашлифую кутикулу и уберу все заусенцы, которые так безобразно сделала, убирая лишний гель после верхних форм.
Для того, чтобы сделать ноготь более ярким и добавить контраста, черной гель-паутинкой я намотаю несколько волосинок на ноготок. Это нужно высушить в лампе и перекрыть топом. На ошибках учатся, поэтому не повторяйте моих ошибок и не подгоняйте типсу или верхнюю форму с материалом близко к коже, чтобы во время опила не ранить клиента. С помощью такого способа можно создавать огромное количество крутых невероятных дизайнов, не только с помощью сухоцветов, но и со всем, что попадется вам под руку. А как относились данные ногти, вы увидите в будущем моем видео. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, постараюсь ответить на все. Надеюсь, что-то полезное, но вы узнали из сегодняшнего моего видео. Дальше больше. Пока-пока.